Всем привет! Сегодня у нас расклад «Твое истинное призвание» и даже мне сказать больше нечего. Давайте затягивать не будем вступление. Просто приходите в проживание, прочитайте закрепленный комментарий к этому видео. И давайте начнем с единичек. Единички. Всем привет. Сразу напомню опять, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я что-то не забыл, чего-то куда-то не туда не ушел. И первый вопрос: к чему рвется твое сердце? А рвется по картам к полной смене жизни. Ты хочешь похоронить все, что у тебя сейчас есть. Работу, привычки, окружение. И вот хочется начать совершенно вот с чистого листа. Тебе надоела вся вот эта серая офисная жизнь, где каждый день вот одинаковый. Встала, поехала на работу, отсидела 8 часов, приехала домой, покушала, спать легла. И так вот по кругу. Ты мечтаешь о деле, где ты будешь работать прям с людьми. Не просто с клиентами, нет, это разное. А вот с теми, с кем вот можно создать настоящую близость, настоящие взаимоотношения. Тебе хочется людям помогать, быть нужной, чувствовать, что твоя работа что-то меняет в их жизни. И я просто вижу, что ты мечтаешь стать психологом, ну или вот коучем, наставником, вот это все. Тебе хочется слушать людей, понимать их проблемы, советы давать. У тебя есть такой дар, потому что люди сами к тебе идут с проблемами. Подруги вечно звонят там поплакаться в жилетку, да, коллеги просят совета, даже незнакомые там в очереди где-нибудь начинают там свои истории рассказывать. Твое сердце, оно зовет тебя туда, где ты можешь вот каждый день помогать кому-то стать счастливее. Где ты будешь видеть результат своей работы. Не в цифрах, не в отчетах, а вот в улыбках людей. В их этих глазах изменившихся, которые начинают огоньком гореть. Ты хочешь быть той, кто вот людям помогает. Там понять себя, найти выход из сложных ситуаций, чувствовать себя лучше. Вот это твое истинное призвание — быть целителем человеческих душ. Что мешает тебе идти за мечтой? Ну, тебе мешает что-то слишком умное и слишком активное одновременно. Ты вот четко понимаешь, что нужно поменять в жизни, да? Видишь план действий, знаешь, с чего начать, но при этом ты такая энергичная, что ты хочешь вот сделать все прямо вот здесь и сейчас за один день. Ты начинаешь там психологию изучать, там на курсы записываешься, книги покупаешь, там планируешь, как потом работать будешь, а через неделю ты бросаешься в другую идею. И такая думаешь: а может массажистом стать? А может открыть там центр красоты? Ой, центр, говорю, салон. А может йогой заняться? И вот твой мозг работает так быстро, что ты не успеваешь до конца ни одну идею довести. Ты, наверное, даже меня на скорости x2 слушаешь. Ты горишь новыми планами, заряжаешь своей энергией всех вокруг, строишь планы грандиозные, а потом вот эта энергия, она выгорает. И ты понимаешь, что опять ничего не сделала до конца. Понимаешь, ты человек, который вот покупает абонемент там в спортзал, да, 2 недели ходит каждый день, а потом забрасывает, а абонемент он вообще на год. Твоя проблема в том, что ты хочешь стать экспертом за месяц. Тебе кажется, что вот раз ты умная, то быстро совсем разберешься. Но, знаешь, психология — это не та сфера, где можно стать профессионалом за полгода. Понимаешь? Нужны годы учебы, годы практики, работы над собой.
а ты не готова вот к этому пути долгому, потому что тебе нужно здесь и сейчас. Я психологию изучал лет, наверное, 15. И то я никогда в жизни не скажу, что я психолог, потому что, я понимаю, что я знаю все поверхностно, и это за 15 лет. А ты хочешь за один день. Книжку одну прочитала и готова, вот все, я психолог, я коуч и так далее. Нет, так не бывает. А еще по картам ты боишься начинать с малого. Тебе вот хочется сразу открыть свой центр, хочется принимать по 10 клиентов в день, быть звездой. А начинать с одного человека, который заплатит тебе копейки за консультацию, тебе стыдно. И вот эта нетерпеливость и завышенные ожидания, они тебя и тормозят. Какие дары у тебя есть для этого пути? Они у тебя прям офигительные. Ты умеешь правду матку резать прям в лицо. Люди тебе за это благодарны. Когда, например, подруга приходит к тебе с проблемой, да, ты не гладишь ее по головке, не говоришь там: «Ой, ты моя бедненькая». Ты говоришь: ты сама во всем виновата. Хватит ныть, иди исправляй. И знаешь что? Вот это работает. У тебя талант есть быстро докопаться вот до сути проблемы. Пока другие час выслушивают вот эти жалобы, ты за 5 минут все понимаешь, в чем дело, и сразу конкретный совет даешь. Ты не тратишь время на вот эти сантименты, да, а идешь прямо к решению. И это очень ценно в работе с людьми. Еще у тебя есть вот невероятная скорость работы. Когда ты за дело берешься, ты можешь за день сделать то, что там у других неделя выходит. Быстро читаешь, быстро информацию усваиваешь, быстро применяешь знания на практике. И если направить вот эту скорость в нужное русло, ты реально можешь стать крутым специалистом. Ты умеешь заряжать людей своей энергией. И после разговора с тобой люди чувствуют прилив сил, желание действовать чувствуют, жизнь менять хотят. Ты знаешь, это как батарейка, которая подзаряжает всех вокруг. Не батарейка, как вот называется, пауэрбанк. Этот аккумулятор. Вот ты он. Понимаешь? И это бесценное качество для тех, кто вот с людьми работает. И знаешь, самое главное, ты сама прошла через многие трудности. То есть ты не из книжек знаешь, как выбираться из многих трудностей. То есть жизненный опыт у тебя есть, который вот дороже любых учебников. И ты не теоретик, который вот знает, как должно быть. Ты практик, который знает, как есть на самом деле. И вот это вот главная твоя сила, понимаешь? Какой первый шаг тебе надо сделать, чтобы начать жить своим призванием? Знаешь, тут по картам это сжечь все мосты в прошлое. Не в смысле уволиться завтра с работы, а вот в смысле, знаешь, перестать цепляться за старую версию себя. Перестань думать, что у тебя там что-то не получится. Понимаешь? Вот эти сомнения, они тебя убивают. Решила меняться, меняйся до конца. А дальше тебе нужно золотую середину найти между вот своей энергией и терпением. Не бросайся с головой вот в этот омут. И не сиди годами в раздумьях, конечно же. Составь четкий план на год. Что будешь изучать, где практиковаться, сколько денег нужно тебе на обучение, если они вообще тебе нужны. И следуй этому плану, не отвлекаясь на новые идеи, понимаешь? Вот начни с малого. Предложи помощь одному человеку бесплатно. Подруге, родственнице, коллеге. Просто с ней поговори, совет дай, помоги разобраться с проблемой. И посмотри, как это работает. То есть обратную связь получи. Это даст тебе понимание, нравится это тебе на самом деле или нет. И, конечно, себе наставника найди. Ты сама можешь стать наставником. Вот, например, если хочешь быть психологом, психотерапевтом и так далее, проживи арканы. Это, знаешь, какие колоссальные знания. Причем, знаешь, ты сама эти знания добудешь. Не по книжкам, не как-то, а вот сама. Сама проживешь каждую ситуацию.
Кстати, много психологов и психотерапевтов через проживание арканов проходит. Потому что это, знаешь, это как повышение квалификации, но без диплома, конечно же. И, или там найди человека, который уже работает вот в сфере там, психологии, психотерапии. Он тебя поможет, он тебе поможет тебя направить, понимаешь? Не пытайся изобрести велосипед. Учись вот у тех, кто уже прошел этот путь. Там запишись к психологу на консультацию, не как клиент, а как вот будущий коллега. Посмотри, как он работает. И самое главное, не спеши. Твое призвание, оно никуда не денется. Лучше потратить 2 года на качественную подготовку, чем рвануть сейчас и через полгода разочароваться. Действуй планомерно, действуй спокойно, но настойчиво. И тогда вот через несколько лет ты станешь вот именно тем специалистом, которым мечтала быть. Понимаешь? Если ты уже психолог, психотерапевт, повышай свои знания через проживание арканов. Это вообще идеально для психологов и психотерапевтов. Итак, давайте мы с вами перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то не забыл, куда-то не туда не свернул. И первый вопрос, к чему рвется твое сердце? К справедливости. Объясню, ты прям вот хочешь работать там, где можно наказывать плохих и защищать хороших. То ли судьей хочешь быть, то ли прокурором, то ли адвокатом, вот кем-то, кто может реально влиять на то, чтобы вот в мире стало больше честности. Ты спокойно там смотреть не можешь, когда кого-то обижают, кого-то обманывают, используют. И у тебя вот, знаешь, твое призвание, вот, как сказать, вот эти, как их, забыл, представляешь? Ну, кто связан с законом, понимаешь? И вот твоя душа, она зовет тебя в профессию, где ты работать будешь в команде настоящих профессионалов. Не в офисе, где ты там, как сказать, будешь просиживать свою попу. Где там вот не то. Тебе нужна среда, где вот каждый знает свое дело, где есть четкие правила, стандарты, где уважают вот экспертов. И вот ты мечтаешь о работе, где твои знания, твой опыт, они будут по-настоящему цениться. И если ты сейчас, как сказать, в полиции или вот все, что связано с законом, не работаешь, то я очень удивлю. Потому что, знаешь, у тебя призвание изучать сложные дела, разбираться там в законах, анализировать документы. Просто вот тебе нравится копаться в деталях и находить вот несостыковки. И вот эта работа, она требует мозгов, а у тебя их очень много. Еще тебя привлекает возможность, знаешь, людям помогать на серьезном уровне. То есть не просто выслушать и пожалеть, да, как у психологов, психотерапевтов, а вот реально изменить чью-то судьбу. То есть не словами, а действиями. То есть там защитить невиновного, наказать виновного, там справедливость восстановить. И ты хочешь, чтобы твоя работа, она имела вес, чтобы вот от твоих решений что-то в этом мире зависело. То есть твое призвание быть стражем закона, стражем справедливости. Что мешает идти за своей мечтой? Ну, знаешь, тебе тут ничего не мешает. Но есть, конечно, минусы. Ты любишь компании громкие. Вот ты обожаешь посидеть там с подругами в кафе, сходить на вечеринку, чей-нибудь день рождения отметить. У тебя куча друзей, ты постоянно с кем-то встречаешься. Там где-то бываешь, что-то празднуешь. И это здорово. Но
на серьезную учебу времени не остается. Если ты уже как бы работаешь, связано с законом, да, то у тебя, как сказать, по течению плывешь просто. Вот как объяснить, не знаю. То есть ты не пытаешься чего-то там прогрызть себе вверх, а вот, как сказать, а вот юридически ты не обучаешься. Вот как это объяснить, не знаю. Ну, ты поняла. А вот это юридическое образование, это ж не шутки. Нужно там штудировать кодексы, законы учить, практиковаться там в документах составлений. А ты привыкла после работы, как сказать, развлекаться, отдыхать. Там пятница у тебя кафе, суббота поход с подругами в торговый центр, воскресенье какой-нибудь шашлыки на даче. Вот когда тут учиться? Но самое интересное, у тебя есть вот внутренняя сила для этого пути. Ты можешь себя заставить, можешь себя в руки взять и сосредоточиться на цели. Когда вот ты чего-то очень хочешь, ты готова пожертвовать и развлечениями, и вкалывать готова. Проблема в том, что пока ты не определилась до конца, хочешь ли ты там достаточно сильно этого или нет, вот у тебя нет определения. То есть ты колеблешься между комфортной жизнью и ну, где все весело, просто, с работы домой и давай развлекаться, и вот сложным путем к мечте. Ты колеблешься между этими двумя. Тебе нравится быть душой компании, нравится, что там друзья, подруги на тебя рассчитывают в плане там досуга, да? А если ты засядешь за учебники, то выпадешь из вот этой активной жизни социальной. Твоя сила пока направлена не туда. Ты энергию тратишь на то, чтобы вот всех развлекать и быть хорошей подругой. А нужно направить эту силу на достижение своей мечты. Ты можешь это сделать. Просто знаешь, ты пока боишься потерять то, что сейчас имеешь. Извиняюсь. Какие дары у тебя уже есть для этого пути? Ну, знаешь, у тебя дар — это ты умеешь жонглировать кучей дел одновременно. Пока одни там на чем-то одном концентрируются, ты можешь держать в голове десяток проектов, да? Работаешь там на основной работе, параллельно ведешь переписку с подругами, планируешь выходные, решаешь семейные вопросы, и везде ты успеваешь. И вот этот талант многозадачности, да, очень нужен вот в юридической сфере. Там всегда же куча дел, да, одновременно. Там разные клиенты, разные там документы, сроки и так далее. И нужно помнить про все детали, не путать факты, там держать в голове множество нюансов. А ты это умеешь, причем от природы, а не где-то там приобрела. Но у тебя проблема есть. Ты чувствуешь себя связанной по рукам и ногам. Тебе кажется, что ты не можешь вырваться из того, что сейчас есть. Что там слишком поздно профессию менять, если ты не вот этой юриспруденции, да? Что думаешь, что слишком много препятствий, что все против тебя. Ты сама себе клетку создала из отговорок и в ней сидишь. То есть, если ты, как сказать, не работаешь еще там, да, в структурах в этих, то ты не двигаешься. Если ты там уже работаешь, то у тебя, как сказать, тебе кажется, что выше некуда. Есть куда, не бойся. И вот в голове ты постоянно все причины прокручиваешь, почему у тебя не получится. Там то возраст, то деньги на образование, то мнение там родных, коллег, то ты думаешь, что только по блату, то и так далее и тому подобное. Ты так зациклилась на вот этих препятствиях, что ты не видишь пути их преодоления даже. А твой главный дар, он в том, что ты можешь выбраться из вот этой клетки, понимаешь? У тебя очень гибкий ум. Ты быстро адаптируешься к изменениям, находишь вот эти решения нестандартные. И вот эти кажущиеся цепи, да, они же только в твоей голове. На самом деле ты свободно, как сказать, свободно вот начать хоть что.
Свободно начать там новый путь в любой момент. Просто нужно перестать себя ограничивать и действовать начать, понимаешь? Какой первый шаг сделать, чтобы начать жить своим призванием? Знаешь, первое по картам — это сядь и составь четкий план на 2 года вперед. Не мечты в облаках, а вот конкретные действия по месяцам. Когда там, если ты еще не работаешь, подавать документы там в университет, институт и так далее. Сколько денег нужно на то или иное обучение или повышение квалификации. Как совмещать там работу и учебу. Разложи все по полочкам, чтобы видеть весь путь целиком. А дальше начинай учиться прямо уже сейчас. Не жди, пока поступишь, да, если ты еще не выучена. Купи учебники там по праву, начинай законы читать, там смотри передачи вот про судебные процессы. Не знаю, я телевизор, наверное, лет 15 не смотрел, но вот в нулевых годах была там передача вечно вот эти судебные процессы. Сейчас не знаю, есть или нет, но хотя бы там в интернете поищи, посмотри. То есть погружайся в эту тему, чтобы понять, твое это на самом деле или нет. Может, ты через месяц поймешь, что тебе скучно, и это тебе сэкономит время. И знаешь, тоже в этой сфере тебе нужен наставник. Познакомься с кем-то, кто вот уже работает там юристом, адвокатом, полицейским, там кем-нибудь вот из твоей вот этой сферы. Сходи на консультацию там к ним. Расспроси про реальную работу. Не о том, что вот в кино показывают, да, а вот настоящие будни. Понимаешь? Последнее, что я видел, что-то «Давай по коням», «Серега, у нас криминал», «Давайте по коням». Этот, забыл, как называется фильм. Давно-давно, в нулевых показывали. Вот. То есть у них же не постоянно там скачки, у них там, знаешь, сколько бумажной работы? У-у-у. Поэтому вот изучи сначала, посмотри. Узнай там, сколько часов в день работают, какие у них проблемы, что нравится, что бесит и так далее. Я знаю, что бесит. Бумажная работа бесит. Вот. И твоя задача, понимаешь, из мечтателя превратиться в практика. Перестань фантазировать о том, как ты будешь там защищать невинных, и начни разбираться в реальных процедурах. Изучи, какие экзамены нужно сдавать, какие там документы подавать, в какие вузы поступать. И главное, начни деньги экономить на образовании. Там каждый месяц откладывай какую-нибудь сумму определенную, чтобы к моменту поступления у тебя был вот этот финансовый запас. Это будет твоим первым серьезным шагом к мечте. Когда ты начнешь реально вкладывать деньги в эту цель, она тогда, знаешь, она перестанет быть просто мечтой. Она станет планом, она станет целью, понимаешь? Вот такой у двоечек расклад. И давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. Напомню, что передо мной бумажка с вопросами, чтоб я куда-то не туда не ушел, куда-то чего-то не туда не улетел. И вот эта иерофант-императрица мне даже трактовать не нужно. К чему рвется твое сердце? Вот учить людей, быть учительницей, ну, наставником можно, то есть знания передавать. Вот ты, как сказать, мне тут даже трактовать не нужно, я даже не знаю, мне даже вот, знаешь, когда вот все так очевидно, что вот хочется сказать, вот ты карты посмотрела, вот, все, давай, пока, вот так хочется сказать. Ну, а ты учить людей. Там, вот вспомни, как ты объяснял там новенькой на работе, как там пользоваться там какой-нибудь программой, да, или там как детей своих, если они у тебя есть, там вот показывала все, объясняла несколько раз, пока они не поняли все. Это твоя стихия. Учить.
Ну, не обязательно учительницы, да, но это тебе хочется там свою школу, свои курсы, свой центр там какой-нибудь обучения, что-то реально материальное, куда вот люди будут, как говорится, приходить и получать конкретные навыки. Не абстрактные лекции, а вот практические занятия, где ты покажешь, как руками делать. Понимаешь? Ты мечтаешь о месте, где вот твои ученики, твоя программа, твои правила, вот я не знаю, мне даже трактовать не нужно. Ты, в общем, поняла, да? Вот так вот надо говорить. То есть ты хочешь быть вот авторитетом в области обучения. Чтобы люди говорили, вот она эксперт, у нее можно научиться вот этому, ну, настоящему делу. И хочется тебе, чтобы твое мнение что-то значило, чтобы к тебе шли там за советом, особенно за знаниями. Тебе важно быть той, кто знает больше других и может этим знанием поделиться. Ну, еще, конечно, по императрице у тебя как душа зовет тебя создавать что-то красивое и полезное, вот одновременно. Не просто учить теории, да, а вот показывать, как делать вещи, которые будут людей радовать. Ты хочешь быть творцом, который не только сам умеет, но и других научит творить. Это вот, знаешь, как учитель по химии. Вот эти все реагенты и так далее и тому подобное. Вот твое призвание — это быть учителем-практиком, который создает мастеров в своем деле. Что мешает идти за мечтой? Ну, потому тебе мечтает, говорю. Ой, заговорился. Тебе мешает, что ты вот до сих пор не оправилась от какого-то удара. У тебя история была, то ли лучшая подруга мужика увела, и ты думал, вот серьезно все у вас с этим мужиком, да, а оказалось, что он там месяц уже тебе изменяет. И вот эта боль, она до сих пор в тебе сидит и не дает двигаться. То есть предательство мужика. И после вот этого предательства ты стал очень осторожным. Боишься снова довериться людям, боишься снова поверить в будущее светлое. Ты как будто вот легла и решила отдохнуть от всех вот этих попыток что-то строить. И думаешь такая, зачем напрягаться, зачем рисковать? Лучше буду сидеть тихо и никого к себе не подпускать. Вот у тебя вот это вот в голове. И вот эта старая рана, она мешает тебе открыться новым возможностям. Ты боишься, что если ты начнешь что-то создавать, найдутся люди, которые тебя подставят, которые тебя там обманут, используют. Поэтому ты предпочитаешь вообще ничего не делать, лишь бы боль не получить новую. И ты вот застряла в этом состоянии, как сказать, состояние покоя после травмы. Вот так. Вроде и неплохо тебе, да, но и нехорошо. Просто безопасно. И ты боишься выйти из вот этой зоны комфорта, потому что ты помнишь, как больно было тогда. Но твоя мечта, она требует активности, требует риска, требует доверия к людям. А ты пока вот не готова снова миру открыться. И пока ты не залечишь вот эту рану, не простишь того предательства, да, не проработаешь и не поверишь снова в людей, ты не сможешь идти к своему призванию. Потому что учить — это значит доверять, а ты пока этого делать не можешь. Какие дары у тебя есть для этого пути? Ну, у тебя дар, знаешь, ты умеешь выбирать правильных людей, ну, кроме того мужика. Когда ты не закрыта вот этими страхами, ты интуитивно чувствуешь, когда вот кому можно доверять, кому нельзя доверять. Ты прям видишь, кто действительно хочет учиться, а кто просто время тратит. И вот этот дар, он поможет тебе собрать правильную аудиторию учеников, понимаешь? И выносливость у тебя вот огроменная. Ты можешь вот взвалить на себя огромную ответственность и годами ее нести, не ломаясь причем. Как ты вот одна тянула и мужика, и там семью и так далее. Тянула. Или там, как ты вот, когда начальник ушел в отпуск, как ты весь отдел тянула. Молодец. Как справлялась с работой за троих.
еще и маму в больнице навещала. Вот эта сила, она тебе понадобится для создания своего дела, понимаешь? И ты в чем умничка? Ты не бросаешь все на полпути. Когда берешься за что-то серьезное, да, то до конца доводишь, даже если очень тяжело. То есть у тебя есть вот это вот чувство долга перед теми, кто на тебя рассчитывает. И если ты пообещала научить людей чему-то, то ты это сделаешь, там, чего бы там ни случилось. Наверное, еще домой придешь и скажешь, что на уроки не ходишь. И вот твой главный дар — ты можешь принимать правильные решения в сложных ситуациях. Когда у учеников там проблемы будут, ты сможешь им помочь, верный путь выбрать. Когда в твоем деле возникнут трудности, ты выход всегда найдешь. У тебя есть мудрость, которая только с опытом приходит. Она у тебя есть. И еще ты готова работать вот прям на износ ради результата. 24/7. Другие быстро там устают, сдаются, а ты можешь пахать и дни, и ночи. Ну, если цель видишь, конечно. И это очень хороший дар. Какой первый шаг тебе сделать, чтобы начать жить своим призванием? Ну, знаешь, перестань в облаках витать и воздушные замки строить. Ты уже месяцы мечтаешь там о своей вот этой там школе, об обучении. Рисуешь в голове, как все будет круто, но ничего конкретного ты не делаешь. У тебя в голове куча красивых картинок, но ни одного реального действия в плане вот мечты. Знаешь, тебе нужно честно пересмотреть всю свою жизнь. Сесть, например, там на бумаге написать, что у тебя сейчас есть, что там для мечты нужно, сколько времени, сколько денег потребуется. Перестань фантазировать и начни считать. Например, там, сколько стоит аренда помещения, сколько нужно на оборудование, если оно нужно, какие документы, чего оформлять. А дальше выбери одну конкретную область и начинай в ней разбираться. Не пытайся стать экспертом там во всем сразу, да. Возьми то, что ты уже умеешь лучше всех, и сделай из этого первый курс. Начни с малого, там проведи пару занятий для друзей бесплатно. И вот самое важное, прекрати жить вот этим прошлым. Та история с мужиком, это было и прошло, забудь. Пора закрыть эту главу и новую открыть. Нельзя строить будущее, оглядываясь там на старые обиды. Прости их в своем сердце и дальше иди. И начни действовать уже сейчас. Не жди понедельника, Нового года, там лучших времен, 1 числа и так далее. Сегодня же в интернете найди информацию о том, как открыть там курсы образовательные. Завтра сходи там в налоговую, узнай там про документы какие-нибудь. Потом составь там программу первого занятия. И маленькими шажками, но каждый день иди к своей мечте. И всегда помни, что дед с тобой рядом, и я в тебя верю.